Как жена сказала, здорово, еще не подписчики пока. Ну ты свое-то привет скажи. Буэнос диас. Все понятно, давай начинаем. Это наше почти первое видео. Был черновик в Телеграме. Ага, да, был. Сейчас мы решили снять чистовик. Чистовик для Ютуба, где подробно хотим рассказать про наш путь из Екатеринбурга в Буэнос-Айрес. Вот, и про начало жизни здесь. Хотим мы рассказать о том, как мы добирались из Екатеринбурга до Буэнос-Айреса, как мы подготовились к этому, что было нам необходимо, так как мы летели с двумя животными, это кот и собака. Об этом, о всем мы расскажем здесь. И еще, я думаю, что мы, наверное, расскажем о том, как мы искали первое жилье, что делать не нужно, через что бронировать не нужно. В общем, иди сюда, ты там стоишь. Итак, здорово, бля! Там всего первые 7 секунд нельзя на Ютубе материться. Итак, рассказываем. Первое, значит, как мы подготовились к нашему путешествию, как мы готовили наших животных. Первое, что нужно было сделать, это поставить им чип не менее чем за месяц до вылета и не позднее, чем за год. Сделать чип и сделать прививку от бешенства. Это мы все сделали в ветклинике в один день. Сначала только ставится чип, следом ставится прививка. Это обязательно. Отметки все нам поставили в паспорт. Следующее за... В наш. В ветпаспорт. Вот. Следующее, что мы сделали, это за 5 дней до вылета мы в ветклинике получили справку F1, и в которой ставятся отметки о обработке от паразитов. И далее за сутки до вылета нужно было эту справку обменять в аэропорту на сертификат. 5А. Да. Вот, это все, что касается подготовки. Помимо этого мы купили им переноски для собаки, так как она у нас летела в багажном отделении. Мы купили переноску большую по требованиям авиакомпании. Подходит переноски марки Скуда, там по решетке, по всем требованиям. Вот. Кот, так как он до 8 килограмм весом, он летел с нами в салоне под сиденьем впереди стоящего сиденья в мягкой переноске. По переноскам все. Еще добавлю, что когда будете менять получать сертификат там F1 на 5А, то нужно будет, как говорит авиакомпания, прибыть, заранее, достаточно заранее в аэропорт, это примерно там, не знаю, за часов 5, потому что это якобы недолго. Но если есть такой лайфхак, если вы сами как он правильно называется, сайт этот Россельхоз какого-то там этого, да, это вы заполните сами, то это будет всего 15-20 минут. Вот. Вы можете за сутки приехать и сидеть сами заполнять прям там, но там интернет прям не очень, не будет противно вам заполнять, а он сбрасывается заново. А если вы приедете, вас там похвалит такая прекрасная женщина, там Юлия Евгеньевна, если я не ошибаюсь, вот, она сказала, что я очень прекрасный молодой человек, даже молодым меня назвала, что я сам все заполнил. 15-20 минут она ни одного животного не посмотрела и сказала, все, ребят, круто, все, давайте гоняйте. И за 2 часа главное перед полетом не кушать. Продолжаем. Далее, значит, наш путь складывался из таких точек. То есть из Екатеринбурга мы ехали до Москвы на поезде, из Москвы мы летели уже самолетом с пересадкой в Эфиопии, с дозаправкой в Бразилии и до Буэнос-Айреса. Ехали мы поездом. Почему? Потому что у нас собака летит в багажном отделении. Чтобы все-таки поменьше как-то сократить ей время пребывания в этом багажном отделении, мы решили ехать на поезде. Это первая причина. Вторая причина, это чтобы выспаться и поехать хоть какое-то время лежа, с комфортом, с вытянутыми ногами. И есть еще третья причина. Потому что кто-то не ездил на поезде, он хотел осуществить свою мечту. И это тоже, да. И мне очень хотелось покататься на поезде, и вот, в общем, тут все случилось. Так вот, в поезде по животным, если вы выкупаете полностью все купе, то животные могут в нем находиться без переносок, никакие справки, никакие чипы, ничего не нужно. В поезде очень комфортно, купе хорошее. Я в поезде последний раз ездила еще в глубоком детстве, и помню я его не особо комфортным. Здесь мне прям понравилось, я кайфанула.
И животные тоже. Они лежали с нами, спали с нами, все было здорово. Жалко, что до самой Аргентины нельзя было доехать на поезде. По океану. Ну да. Давай дальше про самолет. Можно, наверное, нам собаку в кадр. Смотрите, чтобы только он не зацепился. Иди сюда, полетчик, перелетчик. Садись. Можешь тоже присесть. Вот. Погнали, мы будем про самолет рассказывать. Наш путь начинался в самолете с Москвы. Полетели мы эфиопскими авиалиниями. Сразу же скажу, билеты, ну, наверное, будет интересно, сколько стоили. Что, 316-320 тысяч у нас 312. на... Ну, точно, надо было между поправить из-за 4 тысяч. Ну, ладно. Пускай будет 312 тысяч, это не считая Перу. Просто очень честно. И не считая Эльгато, нашего прекрасного. Вот, на этот чудак у нас стоил 360 примерно долларов. Не будешь меня поправлять, там 360 и 30 центов? 38. Нет? 38, хорошо. И 160 или 170 долларов уже код. А за животных вы платите непосредственно в аэропорту. Это чудо взвешивается на негабаритном ну, где ворот это не габарит, он взвешивается, приходите назад на стойку регистрации, говорите, сколько он весит, идете опять там в кассу, это такой путь, платите за них, потом его сдаете в негабарит, и вот он забирает, и он там, короче, чалится. Вот. С котом все просто, за него тоже заплатил, забрал его с собой, прошел. Я даже с котом непосредственно когда руки вот так вот поднимаешь, руки где там сканер, то как он называется правильно? Я не знаю. Рентген, вспомнил. Прям с котом на руках проходил, его тоже просвечивали. Не дай бог мы там какую-нибудь, в заднем проходе у него что-нибудь пронесли. Так, про кота рассказал, про собаку мы рассказали. Багаж. О, самое интересное, багаж. Важная идея, багаж. Багаж это вообще штука интересная. Вот тетенька Морковка читала, что можно 43 килограмма на человека. Да, это можно 43 килограмма на человека. Вопросов нет вообще никаких. Но главное, чтобы в одном чемодане было не более 23 килограмм. Если будет 23 там, и какая-то копейка, все, ты пошел? Пошел? Ну зачем ты прекрасную жопу свою показываешь всем, да? Все знают, что она у тебя прекрасная. Молодец, что нас тут всех позакрывал. Ну, можете, товарищ оператор, вы можете забрать эту прекрасную псину. То есть было написано, что можно по 2 чемодана на человека. И было написано, что по 43 килограмма. Но оказывается, эти 2 чемодана, они не суммируются. То есть, если вы везете 2 чемодана, то каждый из них не должен быть больше 23 килограмм. У нас был перевес в каждом чемодане где-то по килограмму, то есть, в принципе, по фигне, но они все были уже обмотаны пленкой, и на стойке регистрации перекладывать из них было не вариант. И за вот эти несколько килограмм нам пришлось заплатить 33 тысячи рублей. 33 858. И 16 копеек. Ай, душно стало все, да, вообще не говори. Ну, это что касается у нас посадки в Москве, мы сели, полетели, 8,5 часов мы летели. Да. Да, и мы прям сидели вот так вот молились, что как там Бейт, в багажном отделении, там холодно, не холодно, дали ему плед, дали воду ему с собой, такой поилки. Он, хомячик. Да, хомячий шариком вроде пил, все. Мы думали, нам его не отдадут, потому что пересадка, получается, у нас была 3:50 по времени. Вот, мы думали, что меньше 4 часов и его не отдадут. Но когда мы выходили уже, получается, в Эфиопии, там такая прекрасная женщина стояла с табличкой, такая Костарев Илья, я думаю, ничего себе. Все, она говорит, пойдем со мной, как бы тут жди, и пойдем со мной. Ну, давай самое-то интересное, что было, что за волнительный момент был уже. Да нет, ну просто было очень забавно. Эта женщина нас встретила, долго-долго-долго нас вела, довела нас до какой-то стойки регистрации, а они по-английски, вообще особо, ему тоже, если честно. Вот, она нам говорит, wait, мы стояли там, не знаю, минут, наверное, 30 мы стояли, ее ждали, если не дольше. Потом в итоге мы видим, что ходят другие уже женщины, и у них вот этот вот тоже листочек Костарев Илья. Я к ней подхожу, ей показываю на листочек, она мне, что вы, говорит, Костарев Илья. Я говорю, да, это мы. В общем, в итоге они его забрали и куда-то повели. Мы с дочерью и с котом остались их ждать.
Я не знаю, ну, наверное, прошел час. Очень долго мы их ждали. Это просто был какой-то капец. Мы ничего не понимаем, нам никто ничего объяснить не можем. Он без связи. Мы уже начинаем паниковать, что вообще происходит, куда его забрали. У нас уже скоро вроде бы новая посадка, а он где-то неизвестно где. Укороти его, чтобы он сейчас пихнет камеру и все. Вот, в общем... Ну, я ж так и сказал, ну, так оно и было. У нас произошла носатая авария. Так вот, в общем, долго-долго-долго его не было. И в итоге потом он там где-то, видимо, поймал связь и все, и написал, что мне, говорит, дали повидаться с Байтом, и я, говорит, еду назад. А его возили там на каком-то автобусе с пилотом он ехал. Давай, рассказывай, что там с Байтом. Я такой там вообще красавчик, вообще такой еду с ними, они там сидят на меня смотрят. Да нет, там все просто, там довезли, получается, буквально там 3 пролета, 3 квадрика отсюда. И выдали его. Как я прихожу, он там стоит, там где вот багаж разгружают, там вонюче, грязно, все остальное. Ну, обычно багаж кидают, ну, прошу прощения, не кидают, они прекрасно его перегружают в Эфиопии. И он стоит, все, он меня увидел, ну, особо он мне не обрадовался, потому что такой, типа, ну, ты что, говорит, гад такой паразит, как ты мог меня бросить? Вот, ну, мне, говорит, типа, открывай его и можешь с ним гулять. Но у меня поводка не было с собой, потому что я не ожидал, я сумочку эту, кто он поясную бананку отстегнул, там карабином его пристегнул. И мы тут походили, мне сказали, далеко не ходи, вот 5 метров сюда, 5 метров сюда. Воды, конечно же, у него не было уже, там был плед, он был весь и сделан. Я плед достал, выбросил, все, что мог, там поубирал. Буквально, там, говорю, там 5-10 минут попросил воды, воду мне там дали и пристегнули. Я вот стегнул уже, положил его на место. Сказал ему опять жди, и все, и опять поехал с этими крутыми пилотами назад. Все, меня встретили, думали, что я уже джинсы шью там у них или еще что-то в рабстве сижу. Но меня встретили. Ну, если резко так, раз уж тут мое слово, я могу сказать то, что мы воспользовались все-таки бизнес-залом, ну, как бизнес можно назвать. Вот. Я не знаю, ты говорила про то, что нам в Москве не удалось это сделать? Нет, еще. Ну, в общем, мы хотели воспользоваться лайфхаком, чтобы, в общем, долго на этих всех ожиданиях не сидеть на твердых сиденьях, мы оформили Тинькофф премиум, чтобы в бизнес-залах ожидать с комфортом. В итоге вообще нам это не пригодилось, потому что в Москве, пока мы там со всеми этими чемоданами, перевесами оформлялись, с животными, взвешивание, сдача их не габарит, мы прибежали, мы чуть не опоздали на рейс, мы прибежали вообще уже, когда шла посадка. Это было в Москве нам первый раз, когда не пригодилось этот вход в бизнес-зал. И второе, это вот в Эфиопии. Мы просто потому что тоже часа 3 просидели, прождали сначала эту женщину, потом Илью, и тоже уже пошли. У нас оставалось там 30 минут до посадки. Вот мы успели зайти в этот бизнес-зал, чего-то там у них перекусить немного, и снова почистили зубы. Обязательно. Самое главное. И все, и побежали на посадку. В общем, как бы такое себе. Поэтому, если вы с животными, у вас тоже всякие заморочки, заранее закладывайте время заранее, потому что, ну, это там вообще все непредсказуемо. Если они бы хотя бы немножко do you speak English, small, so, here's so, понятно? Они даже вода, ватер не знают, у них все это на своем. Все? Нет? Мы еще сели в самолетике? Дальше мы долетели до Бразилии. В Бразилии мы чуть больше часа, было заявлено час. Мы, сидели чуть больше часа в самолете. Это было забавно, как пересадка в автобусе. То есть там часть народа вышла. Паренек упал справа на велосипеде. Что? Это не тебе, давай, братан. Часть народа вышла, часть народа зашла. Мы еще хотели такие, думаем, сейчас народ вышел, мы сейчас комфортно полежим. Я уже себе там это. Да. Типа это сейчас на освободившихся сиденьях мы сейчас разляжемся и поспим. Ничего подобного. Зашел новый народ. Не старый, новый. Да, свежий. Все, и мы долетели в итоге до Буэнос-Айреса, слава богу. В общем, итого мы в самолете провели, наверное, около 30 часов. Ну ладно, что ты? Ну это ладно, 25, наверное, провели в воздухе. Это, да. И 5, наверное, мы там с пересадками и посадками и всем остальным.
Это при том, что мы еще специально брали маршрут такой, где наименьшее количество пересадок, и который, ну, из всего возможного, самый наиболее прямой. Но мы устали так, что это вообще был капец, конечно. Устали-то устали, зато нас кормили на убой. Да. Тоже мы пропустили, там кормили, получается, с Москвы до Эфиопии мы 2 раза покушали. Ну, там, понятно, там все там вкусно, прекрасно, там курица, биф, что еще давали? Рыба. Курица, рыба, фиш. мясо. Давали также, получается, бесплатно вино, там маленькие бутылочки такие, 0,33 пива. Мы думали, что это за бабки. Она такая, не, фри, мы взяли и поспали. А после как Эфиопии мы полетели уже в Сан-Паулу. Ну, абсолютно так же, вроде мы 2 или 3 раза мы кушали. Тоже, ну, там уже было не до вина, потому что уже очень сильно мы подустали. Ну, в общем-то, про кормежку вот так вот, все. Вкусно и порции большие. Все горячее, вполне себе очень даже цивильно. Вот. Все, наверное, про полет достаточно. Ну и мы так в этом видео немножко, наверное, затронем жилья, потому что там уже нормально натикало по времени. Вот. Про жилье как мы сделали? Пока у меня там казахстанская карта была немножко в бане, ну это отдельная история, мы решили забронировать все-таки через Яндекс Путешествия. Там у меня там, там 100% бот баллами вернется. Я думал, вообще классно. Приеду сюда, потрачу на Яндекс Мобиль в Аргентине. Я такой обрадовался, сейчас возьму тут колонку, Алису, подписку. Взял. Забронировали, получается, там вроде вот, на самом деле, реальности ожидания, они такие были, вау, потрясающие. Ну, вроде как бы где когда бронировали за 29 тысяч, там на 4 сутка, хотел сказать. 4 ночи. 4 ночи. Вроде все так прекрасно, да, там вроде вот как вот. Ну, а получилось как вот это инстасамка, да, это в Инстаграме мы вот такие. Приезжаешь в реальности, мы там куриц спасем. Еще кое-что скажу. Изначально мы еще отставили фильтр, что можно с животными. И когда мы бронировали, мы указали, что с нами будет 2 животных. И когда мы приехали, при заселении на регистрации на ресепшене нас заставили еще доплачивать почему-то за животных. То есть изначально такой информации, что нужно за них отдельно платить, вообще не было. Еще плюс $160 в гору. Да. И того нам это прекрасно, там получается 29, 160, ну получается тут 300, и 100, 460 нам обошлось. Фото, слава богу, нету, потому что такую дыру фотографировать. Да, все сыро, противно вообще и так далее. Ужасно. Ну там чисто нам было сесть, посмотреть в округе, помыться там, ну и помыться было не очень, ну поэтому пускай это как последнее воспоминание об этой дыре будет в этом видео, и больше мы о нем не вспомним. И еще совет по району. Так как, естественно, мы ничего здесь не знаем, мы только тоже там какую-то смотрели информацию на YouTube, в чатах читали, и просто знали названия каких-то там районов, но географически где что находится, понятное дело, мы не знали. И, в общем, когда мы бронировали на Яндекс Путешествиях, мы просто ткнули, там выдало нам всего 3 отеля с животными, и из них всех мы выбрали самый центральный, который находится прямо в центре города. Мы подумали, что ну вот этот вариант будет прям супер. По итогу оказалось, что это район микроцентра, где вообще просто жесть какая-то. Он грязный, он вонючий, там помойки, там спят бездомные в парках на матрасах и просто на улице. Там очень шумно. Ну, в общем, это самый такой район, куда рекомендуют никогда и ни за что не селиться. Но узнали мы об этом по факту, поэтому как совет изначально сразу селитесь. Всякие Палермо, Риколета, Палермо, Белграно. Ну, там, где вот русские больше всего обитают, лучше вот туда, подальше от аэропорта, ну, вы трансфер по-любому закажете, мы тут тоже заказывали трансфер, но я думаю, это не особо интересно, как мы заказывали. Тут много групп по Телеграму, которые русскому предоставляют свои услуги. Ну, вот так вот. Про жилье, говорю, мы немножко затронули. Я так думаю, что мы, наверное, в следующем видео будем более подробно про жилье рассказывать. Ну, потому что, если честно, вот тут уже столько народу собралось, а первое правило Аргентины не клювиком своим не щелкать, а телефон стоит вот тут. У нас вообще-то собака охраняет. У нас так, да, вот собака охраняет. Ну, эту собаку лучше самому иногда поохранять. Поэтому
все, там без всяких этих колокольчиков, без всяких там подписок, и что там еще надо будет? Ставьте лайки. Да, лайки, репосты, Подписки. да. Да, просто киньте сразу бабок, и все нормально. Там вот номер карты вот в комментариях. Все, ладно, я шучу. Так, Более подробно, кстати, еще у нас есть телеграм-канал. Ух Мы ты, да, оставим ничего на него себе. ссылку. Он тоже такой же зеленый, как и этот канал на YouTube, такой же Зеленый. Зелёный. Не зеленый. Ну, я имею в виду зеленый, как мы, что ли? молодой, начинающий. Мы еще неопытные, вот это вот все, вот эти ваши блогеры, это мы пока еще. Так вот, там просто мы делимся, еще кружочки записываем, еще что-то, какой-то такой вот здесь жизненная информация, там всякие, не знаю, приколюхи. Поэтому, кому интересно вообще понаблюдать за жизнью в Аргентине, как здесь что, по ценам, цены выкладываем. Правда, ни разу еще не выкладывали. Да, и лучше пока не выкладывать. Вот наслаждайтесь пока тем, что вот сейчас вот есть, и все, и все. Не, ну в планах-то у нас есть. Мы снимем про жилье, а потом мы будем ребенку здесь искать школу, курсы испанского. Аргентинскому просто ребенку, который сейчас играет, мы ему найдем школу. Да, потом нам нужно собаке когти стричь, если кому интересно. Ой, там грумеры будут, я-моё. Да, Ладно, так что все, все, спасибо. чтобы не быстро там это было отвлекаться, всем до свидания. Адьос. Адьос, амигов. Все. Я надеюсь, все записывалось.